Часы с определением местоположения на базе искусственного интеллекта. Поддержка голосовых звонков 4G и видеовызовы в HD качестве. Режимы тренировок для активности вашего ребенка. Плавательные, кстати, на борту. И это означает, что корпус имеет влагозащиту 5 атмосфер. Также у них есть быстрая зарядка, неплохая автономность, функция SOS, отличные материалы и качественная сборка. Все это вас ожидает в часах, предназначенных для детей под названием Huawei Watch Kids 4 Pro. Всем привет! Вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. И здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Это бренд Huawei. Ему, по большому счету, этому бренду не особо интересен рынок, в принципе, потому что они поругались с Гуглом, и теперь их покупают в России только фанаты. С одной стороны. С другой стороны, у меня два монитора от Huawei. Это раз. Два. У меня два планшета от Huawei. И помимо этого, разумеется, я покупал Huawei P50 Pro, P20 Pro и P40 Pro. И все три телефона у меня все еще живы. К чему это все? К тому, что плохого они не делают, если брать их часы, обзоры также на канале по ссылке в правом верхнем углу, они всегда цвет, блеск, красота. Я очень много лет в прямом смысле не делал обзоры на детские часы по одной простой причине, и она большая. Когда вы заходите, ваш ребенок заходит в какое-то помещение, где у вас не ловится сотовая связь, и у него не ловится, допустим, это может быть школа, у них довольно толстые стены, а вы надеетесь на то, что эти часы покажут, допустим, если он в лифт попадет и не выйдет, где ребенок находится, это не панацея. То есть, какие бы ни были хорошие вот данные часы, либо вы купите ему Apple Watch с функцией отслеживания, либо будете отслеживать телефон, помните, что за детьми надо следить не только при помощи гаджетов. Вот такое предисловие. Я могу вам рассказать про эти гаджеты, и много лет не рассказывал по той причине, что надеяться на них нельзя. Часы — это доп-гаджет, 58 граммов. Для вас, для примера, сколько весит Apple Watch? 66. Следующий момент — ремешки. Ремешок не идеального качества, я вот сейчас его трогаю, он не супер приятный, надеюсь, что бесить не будет. Откручивать ремешок довольно сложно, здесь крепление нестандартное. Заряжаются они довольно просто, кабель довольно длинный, и заряжаются они от, получается, магнитной вот такой зарядки. Разумеется, все прорезинено. Еще раз повторяю, что, скорее всего, здесь защита от влаги, стандартная микросим. Каким образом вот эти все функции здесь реализованы, я вам расскажу. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к часам. Полетели. В продаже есть два варианта расцветки. Это синий и розовый. Корпус выполнен из пластика. Материалы очень хорошие. Сборка неплохая. Габариты составляют 43 на 53 на 15 миллиметров. Конечно, они великоваты. Спать в них неудобно. Вдобавок с ними верхнюю одежду надевать сложно. Вообще, я бы сказал, что проблематично. Но спать с ними смысла и нет, потому что там нет пульсометра. То есть это такие часы из разряда на день. При носке они не мешаются. На корпусе расположили два углубленных контакта для зарядки, краткую информацию, слот под одну сим-карту физическую. Далее есть две функциональные кнопки, которые сопровождаются щелчком при нажатии. Верхняя кнопка Home отвечает за переход в меню и возврат. Также и можно перезагрузить устройство. Нижняя кнопка Fun отвечает за переход к тренировкам. И на нее, помимо тренировок, можно повесить одно из предоставленных действий в настройках. Также на корпусе есть LED-подсветка с двух боков экрана, динамик с хорошим звучанием, микрофон и камера на 5 мегапикселей в верхней части экрана по центру. Летим дальше. С фронтальной части расположен экран AMOLED на 1,41 дюйма с разрешением 320 на 360 пикселей. Картинка четкая и насыщенная. При ярком освещении яркости хватает. Также на борту четырехступенчатая регулировка яркости и автояркость, которая отрабатывает плавно и точно. Скроллинг плавный, мне лично понравился. Подвисание интерфейса я не наблюдал. С главного экрана по свайпам слева направо включается камера, справа налево виджеты, снизу вверх уведомления, сверху вниз панель быстрого доступа, к которой можно посмотреть заряд аккумулятора, оставшийся в процентах, что круто, также силу сигнала, подключенного к Wi-Fi, и мобильную сеть. Далее на борту есть турниры, солнечный свет для отслеживания времени пребывания на солнце, погода, будильник, секундомер с возможностью после включения его пользоваться другими функциями часов, то есть считайте, есть мультизадачность. Далее фонарик, компас, камера, с помощью которой можно снимать видео, делать фотографии, и развлекательный режим AR. Естественно, есть галерея, часы, функция дружить, контакты, тренировки, которых 3 режима, и плавание на борту, разумеется. Активность и 4 темы интерфейса на выбор. Не думаю, что будет больше, потому что часы давно уже продаются, и их не появилось как-то. Через настройки часов можно подключаться к различным сетям. В настройках из главного это подключение к Wi-Fi, Bluetooth подключение и обновление прошивки. К слову, она прилетела сразу после подключения часов к смартфону, и обновлялось все это дело около получаса. Так что быстро
быстро не получится. Летим дальше. Оперативной памяти на борту 1 гигабайт, внутренней 8 гигабайт. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик освещенности, датчик ультрафиолета. Wi-Fi однополосный на 2,4 ГГц. Поддержка в роуминге 4G, Band 7 и 20 на борту, сеть ловит отлично. Звучание при звонках хорошее, микрофон неплохо передает голос, а динамик громкий, что положительно. Видеозвонки в HD-качестве не лучшие, но и не совсем мрачные. Заметил, что картинка иногда подтормаживает, но в целом увидеть того, кто вам звонит, можно. Отправлять можно только голосовые сообщения и смайлики. Помимо этого, можно еще фотографировать и посылать видео. Посмотреть длинные сообщения можно, большую часть смайликов они отображают. Вибра хорошая, разбудить вас точно сможет, но настроить вибра нельзя. И, повторяюсь, вряд ли вы будете в них спать. Далее, точное определение местоположения на базе искусственного интеллекта и, разумеется, навигации. Из навигации здесь на борту GPS Beidou, GLONASS от GPS. В первые разы для определения местоположения часов понадобилось около 40 секунд. Последний раз, когда я пытался определить местоположение часов, которые находились дома, нужно было уже 4 секунды. Подключить наушники можно, а нагрудный датчик нет, что неудивительно, это же не спортивные часы. Связь с устройством, с которым часы в паре, они держали очень стабильно. По автономности емкость аккумулятора 800 мАч, полный цикл зарядки занимает около часа. В максимальном использовании их хватит на одни сутки, не больше. Конечно, если пытаться сохранить заряд аккумулятора, они смогут прожить до 2 суток, но это максимум. Плюс есть быстрая зарядка. Влагозащита 5 атмосфер, после теста с проточной водой с ними все в порядке. Динамики и микрофоны по-прежнему работают отлично, функционал полностью исправен, что хорошо. Приложение Huawei Farm Care доступно как на Android, так и на iOS-системах. В приложении есть карта для отслеживания местоположения часов. Ниже находится панель, через которую можно совершать видеозвонок, обычный звонок на часы, открыть чат или определить местоположение. Далее есть настройки приложения и данных устройства. Во вкладке с функциями все практически идентично тому, что есть на часах, но помимо этих функций также есть вкладка с администраторами, настройка безопасной зоны, блокировка незнакомцев и различные настройки для безопасности. Обновить прошивку часов также можно в приложении. Приложение, как по мне, удобное, и оно на русском языке. Из минусов выделю габариты и вес. Также хотелось немного лучше качества при видеозвонках. Нет возможности посмотреть историю перемещений, нет пробуждения экрана при поднятии запястья, время блокировки экрана также не настраивается. Помимо этого нет отслеживания пульса и нет, разумеется, отслеживания кислорода, что вроде бы запихать за такой ценник в часы могли бы. Цена по ссылке в описании к видео. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. На Али идет распродажа. Понятно, что она касается только Тмола, потому что там есть вещи, которые продаются по старому курсу. Если брать Алиэкспресс сейчас, нужно смотреть ценник, и если у вас есть счет в валюте, то им выгоднее платить, чем рублями, потому что курс у них сейчас космос. Резюмирую, часы по сборке и материалам хороши. Функционал, конечно, скудненький, работы с калькулятором нету, там даже нет работы с календарем. Хорошо есть функция, которая запрещает выключить часы прямо с них. Все, что на борту, работает без каких-то проблем и радует. И по мне, за эту цену это более чем достаточно. И помним, такие часы не могут обезопасить вашего ребенка, в отличие от вас самих, потому что эти часы можно снять и выбросить, эти часы, не знаю, можно разбить, и еще море всего. Надеяться на них как минимум глупо. Единственное, да, примерно прикидывать, где он находится в тот или другой момент, чтобы его лишний раз не беспокоить звонком. Логично, что это все дело можно еще установить на телефон, но телефоны теряются, и плюс все программы, которыми лично я пытался пользоваться со своим чадо, у меня работали хуже, чем работают эти часы. Я не знаю, что там за GPS, но даже в школе, в отличие от других часов, которые я покупал, здесь это дело работало. От меня девайс да, пишем в комментариях, что еще купить на обзор, приходим на стрим, завтра сделаю стрим-розыгрыш за февраль. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!